Ребята, всем привет! Сегодня необычный день, а праздник 23 февраля. Я знаю, что для многих моих зрителей этот праздник является профессиональным, и поэтому я решила сделать небольшой подарочек и показать свою коллекцию послевоенной техники Советского Союза и Российской Федерации. И каждый экспонат моей коллекции я сопровожу небольшими интересными фактами о ней. Надеюсь, вам очень понравится. Итак, поехали. И в честь этого замечательного дня Я-моделист объявляет беспрецедентную акцию «Только один день». Скидка 23% на весь ассортимент магазина по промокоду «Купон23». Ура, ура, ура! Это абсолютная победа над ценником и двойной праздник для всех любителей стендового моделизма. Просто введите промокод в соответствующую графу при оформлении заказа в период действия акции с 0 часов 23 февраля по 0 часов 24 февраля и сделайте себе поистине королевский подарок, достойный любого настоящего мужчины. Таких скидок у них еще не было. Не упусти свой шанс. И уже на следующей неделе в продаже появится S400 Триумф, а через неделю стартует предзаказ на КАМАЗ-4350 от звезды в 35-м масштабе. Ура! Все ссылочки в описании. Начну я свой показ с автомобильной техники, которая стоит или стояла на вооружении советской и российской армий. Первый у меня в показе пойдет бронеавтомобиль «Тигр» в 35-м масштабе от фирмы «Менг». Интересно, что изначально проект разрабатывался вовсе не для нужд российской армии. Горьковский автозавод выполнял заказ на разработку внедорожника для Объединенных Арабских Эмиратов и целиком на деньги заказчика. Однако арабы машины покупать в итоге не стали, а наработки, оставшиеся на газе, долго не залежались. Посмотрев на опытные образцы, заказчики силовых ведомств Российской Федерации остались очень довольны, и уже к 2005 году было развернуто серийное производство новых машин. Тайфун К – современный российский бронеавтомобиль в 35-м масштабе. Постройка модели освещена в одном из моих недавних видео. Модель от фирмы «Звезда». КАМАЗ «Тайфун» является частью нового этапа в разработке отечественной автотехники для вооруженных сил, так как последний раз автомобильная платформа была принята в 1961 году. Особенностью всего семейства «Тайфунов» в том, что это совершенно новые разработки, а не адаптация существующих моделей. Причем, если раньше главной функцией была именно доставка солдат до места назначения, то сейчас задача расширилась. Поездка должна быть максимально безопасной и проходить в относительно комфортных условиях. БРДМ-1 на вооружении египетской армии продолжает смотр. Модель выполнена в 35-м масштабе от фирмы «Восточный экспресс». Советских инженеров принято клеймить за плагиат, бесстыдно стирали зарубежные идеи. Однако же в середине 50-х годов именно в СССР на Горьковском автозаводе додумались до специальной модели, которая удивила и заставила нервничать вероятного противника. Ответом на вызов времени стала первая в истории бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ, малозаметная, водоплавающая, соединяющая в себе элементы автомобиля, танка и даже авиации. БМ-21 «Град» на шасси Урала, модель от фирмы I-7 в 72-м масштабе. Советские, а затем и российские реактивные системы залпового огня РСЗО стали такими же всемирно известными символами отечественной оружейной школы, как и их предшественники – легендарные «Катюши». «Град» относится ко второму поколению реактивных систем. «Град» – это самая массовая система залпового огня в мире. Выпущено более 8,5 тысяч установок и более 3 миллионов реактивных снарядов различных модификаций. РСЗО «Град» – это одна из наиболее эффективных боевых машин подобного класса. По многим характеристикам она не имеет себе равных и сегодня. Су-57 – советская малышка, которой приходилось выпрыгивать из самолета. Модель в 35-м масштабе от фирмы «Восточный экспресс». На этой машине применены интересные решения. Например, топливные баки сделаны из резины. Несколько необычно расположено место водителя по правому борту. Вероятно, в странах с правосторонним движением это было бы удобно. А это боевая машина поддержки танков в 35-м масштабе, модель от «Звезды». Начать разработку БМПТ военных заставили изменившиеся условия ведения боя. Раньше мы наивно готовились к некому глобальному противостоянию танковых армат, но теперь жизнь заставляет воевать с партизанами или боевиками. Эта машина способна уберечь танк едва ли не от всех опасностей, будь то расчет с гранатометом или броневик с противотанковым ракетным комплексом. Ну и, конечно, БМПТ может с легкостью справиться с любым вражеским танком. ТОС-1 в 72-м масштабе от фирмы Model Collect. Одним из самых интересных образцов реактивной артиллерии отечественной разработки можно считать тяжелую огнеметную систему ТОС-1 «Буратино». Этот комплекс объединяет в себе лучшие качества бронетанковой техники, реактивных систем залпового огня и огнеметного вооружения, что дает ему высокие боевые качества.
БМП-1 – боевая машина пехоты в 72-м масштабе от фирмы S-Model. Из всей советской послевоенной бронетехники, пожалуй, ни один образец не удостоился такого количества негативных отзывов, как БМП-1. Чего только про нее не говорили и не писали. Вспоминают и странную гладкоствольную пушку, и недостаточное бронирование вместе со спорами, пробьет ли крупнокалиберный пулемет броню или нет. И незащищенность от РПГ. При этом БМП-1 относится к числу наиболее массовых типов бронетехники. Их было выпущено около 20 тысяч, и в производстве БМП-1 находилось с 1966 года по 1983. Гвоздика – отечественная САУ в 35-м масштабе от фирмы Трумпетер. В конце 60-х годов в Советском Союзе начались работы по созданию различных образцов артиллерийских вооружений. В результате этих работ появились новые артиллерийские установки и самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация». По поводу столь причудливых названий для грозного оружия ходило много разных домыслов, но разработчики утверждали, что цветочная серия была выбрана просто так. Эта боевая машина долгие годы находилась на вооружении советской армии, ее активно экспортировали. Сегодня САУ «Гвоздика» используется вооруженными силами России, а также еще несколькими десятками армий мира. Кроме СССР, самоходная установка 2С1 «Гвоздика» производилась по лицензии в Польше и Болгарии. Черед грозных российских танков, и первым пойдет четырехгусеничный монстр, экспериментальный танк «Объект-279», модель от фирмы Amusing Hobby в 35-м масштабе. Этот танк представляет из себя самую настоящую летающую тарелку, только размещенную на гусеницах и имеющую башню. Но на этом странности не заканчиваются, поскольку гусениц у данной тяжелой машины не одна пара, а две. Самое удивительное заключается в том, что данный тяжелый танк вполне мог бы быть принят на вооружение советской армии, хотя в итоге и разделил участь многих опытных тяжелых танков, так и не дойдя до заводского конвейера. Объект-279 разрабатывался для сложнопроходимых территорий и случаев использования врагом ядерного вооружения. Объект-640 или «Черный орел» – российский основной боевой танк, модель от фирмы Model Collex в 72-м масштабе. Эта боевая машина так и не была запущена в серийное производство, однако конструкторские наработки, полученные во время ее создания, позже были использованы во время работы над танком Т-14 «Армата». В конструкции «Черного орла» было использовано большое количество новаторских технических решений, а его компоновка имеет значительное отличие от компоновки как отечественных, так и зарубежных боевых машин. В 1997 году широкой общественности впервые был продемонстрирован прототип новой боевой машины, получивший интригующее название «Черный орел». Танк был настолько секретным, что во время демонстрации башня танка была закутана маскировочной сеткой, а снимать боевую машину журналистам позволяли с большого расстояния и только с определенных ракурсов. Тактико-технические характеристики «Черного орла» так и остались тайной, хотя при этом разработчики уверяли, что они многократно превосходят параметры лучших западных аналогов. А это уже вполне серийный отечественный танк Т-80УД, модель от фирмы «Звезда», выполнена в 35-м масштабе. В истории советской оборонной промышленности было немало образцов военной техники, ставших широко известными и отлично зарекомендовавшими себя в ходе многолетней эксплуатации. В то же время некоторым изделиям ВПК Советского Союза откровенно не повезло. Одним из таких стал выпускавшийся в Харькове Т-80УД, который в ряде источников называется последним танком Советского Союза. Для уровня 80-х годов прошлого века он был одним из лучших танков не только СССР, но и всего мира. По характеристикам огневой мощи, броневой защиты, подвижности ничем не уступал зарубежным образцам. Единственный недостаток – это было отсутствие тепловизора. Сказалось общее отставание в этом направлении. Т-90, но как же без этого уже ставшим классическим танком обойтись в этом показе? А всего у меня две модели этого танка в 35-м и 72-м масштабе, и обе модели от фирмы «Звезда». Боевой танк Т-90 представляет собой усовершенствованный танк Т-72Б, принят на вооружение в 1993 году. Имя Владимир танк получил уже после смерти своего главного конструктора Владимира Ивановича Поткина. Появление танка вызвано необходимостью модернизации существующих образцов с учетом опыта войны в Персидском заливе, а также переориентации производства на российские комплектующие. В период с 2001 по 2010 годы Т-90 стал самым продаваемым на мировом рынке основным боевым танком. В 2010 году закупочная стоимость Т-90 по контрактам на поставку вооруженным силам Российской Федерации составила 70 миллионов рублей. По состоянию на 2011 год стоимость нового Т-90 заметно повысилась и составила 118 миллионов рублей.
С конца 2011 года закупка танков Т-90 для вооруженных сил России была прекращена. Пусковая установка стратегического ракетного комплекса «Тополь», модель в 72-м масштабе от «Звезды». До «Тополя» в мире не было таких подвижных ракетных систем, стреляющих на дальность 11 тысяч километров. Американцы не смогли создать его аналог. Советские военные рассчитывали, что подвижный ракетный комплекс будет сложно обнаружить, что существенно уменьшит его уязвимость по сравнению с ракетами шахтного базирования. В 1993 году количество комплексов, находившихся на вооружении, достигло максимального значения – 369 единиц. Примерно этот уровень сохранился до начала 2000-х годов, после чего начали истекать гарантийные сроки хранения ракет. Первоначальный гарантийный срок эксплуатации составлял 10 лет, впоследствии он был увеличен до 25. Боевой вертолет, модель от фирмы «Звезда» в 72-м масштабе. Ми-28 – ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия бронированной техники. Ми-28 способен совершать фигуры высшего пилотажа, петлю Нестерова, переворот Иммельмана, бочку, полет боком и назад. А это Су-37 в 72-м масштабе от почти забытой фирмы «Накатная» из Латвии. Одним из самых знаменитых российских самолетов по-прежнему остается Су-37. В какой-то момент он даже получил прозвище «Терминатор». Такого грозного имени не заработал ни один отечественный летательный аппарат. Прошло уже почти 20 лет с момента гибели самолета, но еще жива память о нем как о лучшем в мире истребителе, и с этого пьедестала его не смогли сместить ни Су-47 с крылом обратной стреловидности, ни более поздние машины. Кто-то считает его символом утраченных надежд, а для кого-то Су-37 в первую очередь удачный опытный образец, давший дорогу современным истребителям. Это были все имеющиеся у меня в коллекции образцы советской и российской техники. В данном выпуске не было грузовых армейских машин. Подробнее о них вы можете посмотреть в специальном выпуске про модели советских грузовиков. Моя коллекция далеко не полная, в ней не хватает таких легендарных машин, как БТР-70 или БТР-80, БМП-2, танков Т-54, Т-64, Т-72 и особенно Т-14 «Армата». Не хватает специальных инженерных машин. Артиллерия представлена крайне скудно. Про авиационную часть вообще молчу, тут есть куда двигаться. Так что, чтобы следить за тем, как я пополняю свою коллекцию отечественных машин и не только, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и ставьте лайки. А на какой машине вы служили или служите? Напишите об этом в комментарии. Увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.